Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, хотела бы рассказать вам о нашем втором закрытом канале на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы сможете перейти, либо перейти по ссылке под любым видео. В комментариях есть ссылка на мой личный мессенджер, друзья, и ссылка на Бусти. 399 рублей стоит подписка на целый месяц на Бусти, где более 40 видеораскладов, которых нет здесь, на YouTube-канале. Это шок-контент, который, к сожалению, нельзя публиковать на YouTube-канале по причине цензуры данных видеораскладов. Я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами уже 1,5 года на Бусти. Друзья, вы помогаете нам становиться лучше. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Спасибо вам, что вы есть у нас. Для всех тех, кому неудобен Бусти, есть закрытый телеграм-канал, где все те же самые видео, что и на Бусти, и подписка стоит также 399 рублей в месяц. Для всех тех, кто хочет попасть в закрытый телеграм-канал, пишите мне в личку. Моя личка указана в комментариях под любым видео на канале Энергия Таро. Туда же в личку вы можете написать по вопросам личной консультации, расклада, обряда, а также по вопросам личного, индивидуального обучения на картах Таро. Если вам интересна какая-то особая определенная колода, девиантная колода, возможно. И у меня есть также 3 готовых курса. По этим курсам можете писать мне в личку, чтобы узнать подробности. Это курс классической колоды Райдера Уэйта, который я 100% рекомендую тем, кто не любит классическую колоду, не умеет с ней работать, а также новичкам и опытным тарологам, которые хотят повысить свою квалификацию и не просто читать карты, а видеть всю суть картины. Также «Триумф Луны» и «Безумная Луна» Патрика Валенса. «Триумф Луны», кстати, практически нигде нет этого курса в интернете, по крайней мере, за такую приятную стоимость, друзья. Переходите, пожалуйста, по ссылке в мой личный мессенджер для того, чтобы узнать подробности. Ставьте, пожалуйста, лайк на сегодняшнее видео, если оно вам действительно понравилось. Жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий на канале Энергия Таро. Ну а мы с вами начинаем. И у нас сегодня карты славянских легенд. Здравствуйте, карты. А поговорим мы с вами сегодня о Евгении Демине. Солдат-срочник Евгений Демин пропал 20 сентября приблизительно в 18 часов вечера по официальным источникам. Он ушел из военной части Мулина, куда приехал вместе со своими сослуживцами из Наро-Фоминска на российско-белорусские учения «Щит Союза». В течение недели Демина считали сбежавшим дезертиром и рассылали сообщения о розыске, пока случайно не попалась запись в редакциях и соцсетях о том, что он звонил в службу 112, где говорил о том, что умирает и находится в лесу. ЕДД Солодовского района, здравствуйте. Алло. Алло. Что у вас случилось, говорите? Мне холодно, я умираю. Где вам холодно, где вы умираете? В армии. В армии? Да. Ну и что? Все в армии служат. Военнослужащий находится в лесу, он не знает где. Сориентируйте его, может он подскажет, вы знаете где. Прошло уже 6 лет, а пропавшего Демина так и не нашли, ни живым, ни мертвым. Что произошло с солдатом на самом деле? Постараемся узнать прямо сейчас на картах Таро. И первый вопрос, конечно же, я сейчас смотрю на Евгения Демина, на его фотографию, жив ли или мертв ли Евгений Демин на самом деле. Потому что много версий ходит. Есть версия о том, что мама его прячет где-то, да, то, что он жив до сих пор, то, что его видели где-то не так давно. Вот последняя версия, то, что его видели где-то не так давно, да, в Нижегородской области. Давайте узнаем, жив или мертв Евгений Демин на самом деле. Какая сейчас энергия у Евгения Демина? Карты покажите мне, пожалуйста, жив ли или мертв ли Евгений Демин. Солдат-срочник, который пропал 20 сентября 2019 года в Мулине. Девятка мечей, я не вижу его живым. Девятка мечей – это карта отрицательная. Отрицательная в том плане, что негативная. Я не вижу его в живых. Девятка мечей еще говорит о том, что мог погибнуть не самостоятельно. То есть от рук кого-то, да? Еще раз, да, еще одну карту. Жив ли или мертв ли Евгений Демин? Солдат-срочник, который пропал 20 сентября 2019 года в Мулине. Жив ли или мертв ли? Нет, я не вижу его в живых, отшельник. Девятка мечей, отшельник, человека нет в живых, друзья мои. Евгения нет в живых. Как он погиб? Как погиб Евгений Демин? Это было переохлаждение, потому что когда он звонил в 112, он говорил о том, что он замерзает, потому что это вполне могло быть переохлаждение. Замерзнуть, вот прямо замерзнуть, я думаю, что вряд ли он смог, да, потому что там было плюс 6 градусов, если не ошибаюсь. Но если он был практически без одежды или легко был одет, то он вполне мог переохладить свой организм, да, это было переохлаждение. Почему погиб Евгений Демин? Это было переохлаждение, 4 кубков нет.
Не из-за переохлаждения. Ему было холодно, но это не переохлаждение. Евгений Демин погиб из-за несчастного случая, все что угодно могло быть, да, подвернул ногу, упал, ударился головой о камень. Это все-таки лес. Евгений Демин погиб от несчастного случая, мы сейчас все версии разберем, да. Туз жезлов, несчастный случай в том числе. Давайте мы разберем с вами все вопросы, да. Евгений Демин погиб от рук кого-то, это было убийство. Евгения Демина убили. Вот несчастный случай и убийство, да. У меня есть одно предположение, мы там дальше посмотрим, просто видела картину эту, да. И здесь и убийство, и несчастный случай. Солнце может говорить о эгоизме. Эгоизме кого-то из тех сослуживцев, с кем был Евгений Демин. Но Солнце – это высокая карта, большая карта. Это кто-то, кто больше него по званию или взрослее, вот взрослый человек. Взрослый человек, и случился несчастный случай с этим взрослым человеком и с Евгением Деминым. Что-то произошло вот у них. Это был даже не конфликт, а какой-то несчастный случай. Было ли причинение тяжкого вреда здоровью Евгению Демину? Было ли причинение тяжкого вреда здоровью Евгению Демину в день его пропажи в лесу? Да или нет? Было ли причинение тяжкого вреда здоровью Евгению Демину? Да. Причинение тяжкого вреда здоровью от какого-то мужчины, взрослого, но это был несчастный случай, это было не специально. Туз жезлов, какое-то оружие. Женщина держит в руках дубинку, жезл, она наготове, да, она хочет воевать. Она вся горит, она вся в огне, она пылает. И здесь говорится о каком-то оружии. Не знаю, может, он подстрелил его нечаянно, да? И хотели замять как-то это дело, замазать вот этого человека, вот этот человек большой. Было ли самоубийство Евгения Демина? Давайте вот этот момент узнаем, да, потому что говорили, что он хотел покончить жизнь самоубийством, возможно, он врал по телефону диспетчеру, да, может, ему сказали так сказать, может, он боялся, может быть, он думал, что он еще мог спастись, да, потому что он хотел жить, позвонив 112. Было ли самоубийство Евгения Демина? Ну, мы уже тут выяснили, да, что это был несчастный случай. Было ли самоубийство? Нет. Отрицательная карта. Дьявол. Дьявол говорит, что от рук кого-то, да, от рук кого-то, либо от какой-то зависимости, но здесь не про зависимость. Здесь человек зависим от власти. Вот я вижу солнце и дьявол. Человек зависимый от власти, тут жезлов, какое-то оружие было в руках у этого человека. И чисто случайно, по какой-то случайности, это несчастный случай, что-то случилось с этим человеком, с Евгением Деминым, как оружие, как вот, знаете, как подстрелил или нечаянно что-то вот сделал. Карта силы, несчастный случай, да. Несчастный случай от взрослого человека по отношению к Евгению Демину. И он погиб от несчастного случая. Возможно, потеря крови была серьезная. Была ли потеря крови серьезная у Евгения Демина? Была ли у Евгения Демина серьезная потеря крови, от которой он мог погибнуть? 20 сентября рыцарь кубков, кубки – это жидкость, да? Рыцарь кубков – положительная карта. Он сам вышел, он сам хочет сказать. Рыцарь кубков – нежный мальчик, человек, который с достоинством, но он не может себя так защитить, как, допустим, рыцарь жезлов или рыцарь мечей, да? Он ко всем с какой-то лаской, с какой-то любовью. То есть он такой очень добрый мальчик. Добрый, позитивный, мягкий, открытый, добрый и душевный. Рыцарь кубков – жизнерадостный человек, в любом случае жизнерадостный. С какими-то своими целями, возможно, с какими-то увлечениями интересными. Рыцарь кубков – положительная карта. Действительно ли Евгений Демин потерял много крови? Кубки – это кровь, кубки – это жидкость, вернее. Действительно ли Евгений Демин потерял много крови 20 сентября 2019 года? Действительно ли он потерял много крови? Рыцарь кубков – положительная карта, отшельник. Не могу дальше идти. Или стою на месте. Или из-за потери крови, вот первая карта, да, вышла, стою на месте. Королева жезлов тоже положительная карта, да, у нас. Давайте мы дальше разберем. Я вижу, что из-за потери крови, он сам хочет нам сказать, да, я не могу дальше идти. Я не могу дальше идти, здесь какая-то женщина. Либо женщина-диспетчер, он звонит женщине-диспетчеру, да, пытается помощь какую-то к себе притянуть, но не получается. И король жезлов, там есть женщина и мужчина. Вот с ним разговаривают женщина и мужчина, но они не понимают, что он от них хочет. Или они не понимают, где он находится, а он находится в лесу, да, на данный момент. Здесь потеря крови была однозначно, друзья мои. Здесь такое ощущение, что человека подстрелили нечаянно. На учениях он был, запомним, да, он был на учениях. Его подстрелили нечаянно, потому что человек высокого ранга, но он как будто не управлял собой в этот день, этот человек. Евгений погиб в лесу. Карты покажите мне, пожалуйста. Евгений Демин, ты погиб в лесу? Скажи мне, пожалуйста, ты погиб в лесу? Там, где ты потерялся, да.
там, где я потерялся. Луна — это затерянный, не могу дальше идти, как пелена перед глазами. Пелена перед глазами — это когда внедрение какой-то программы, гипноз, манипуляция какая-то, да, чем-то воздействуют на человека. Чем-то воздействуют на человека, либо человек под чем-то, либо человек ничего не видит, у него пелена перед глазами, потому что вот потеря крови серьезная. Такое может быть от серьезной потери крови. И почему ему было холодно? В +6 вполне возможно, он был нормально одет, но ему было холодно вполне возможно, потому что у него была серьезная потеря крови. Как медик могу сказать, да, то, что когда человек теряет много крови, он начинает мерзнуть. Он может даже не понимать, почему он мерзнет так сильно. Да? Я не знаю, почему он не сказал при первом звонке диспетчеру то, что он теряет много крови. Возможно, это просто вырезали, друзья мои. Да? Мы еще уточним сегодня. Где находятся останки Евгения Демина? Они там же, в лесу. Затерянный в лесу. Не могу выбраться из леса. Луна — отрицательная карта сама по себе, но в данном контексте она положительна, потому что человек потерян, затерян. Действительно ли Евгений погиб в лесу? Давайте еще раз зададим такой вопрос. Действительно ли Евгений Демин погиб и остался в лесу? Вот двойка мечей. Погиб, но вполне возможно не остался. Да? То есть вот здесь вот двояко двойка мечей. Погиб, но вполне возможно не остался. Останки Евгения Демина находятся в лесу, где он потерялся, в лесу Мулине. Нет, четверка пентаклей. Как забрать. Забрать себе, присвоить себе, забрать себе и спрятать. Где находятся останки Евгения Демина? Находятся ли останки Евгения Демина до сих пор на территории Мулина? Знаете, что-то как забрали зверя, потому что там много зверей, я так понимаю, что и девятка кубков, вот как много-много в разных местах. В разных местах, как чтобы никто не нашел. Четверка пентаклей, все мое, никому не отдам, чтобы никто не взял, чтобы никто не нашел. Поэтому двойку мечей мне показывают, да, погиб он в лесу, но двойка мечей здесь вот так вот, в разные стороны, в разных углах, много-много разных косточек или много-много останков, да, как вот распределяют в разные места. Но это значит, что его нашли. Либо это растаскали звери, да, мы сейчас посмотрим, нашли ли его, искали ли его вообще, либо это растаскали звери, потому что звери тут тоже имеют место быть. Вот здесь звери что-то взяли себе. По косточкам, по крупинкам, по останкам. Вот чтобы никому не досталось, это могут быть тоже звери, да, то есть жадные дикие звери. Но люди здесь могут тоже участвовать как-то и замешаны быть, да, в этом. Если один человек, что-то случилось с человеком по вине другого человека, да, это был несчастный случай, то, скорее всего, его все-таки, наверное, искали. Наверное. Но мы сейчас узнаем точно. Что произошло на учениях в Мулине с Евгением Деминым, который исчез в лесу в сентябре 2019 года? Во-первых, что произошло? Давайте вот так вот 3 карты вытянем. Что произошло с Евгением Деминым на учениях? И было ли возникновение конфликтной ситуации на учениях в Мулине между Евгением и срочниками? Было ли возникновение конфликтной ситуации между Евгением Деминым и контрактниками из Мулина? Или было ли возникновение конфликтной ситуации между Евгением Деминым и офицерами из Мулина? Что произошло с Евгением Деминым? Было ли возникновение конфликтной ситуации со срочниками? Со срочниками было все хорошо, мир, союз, дружба, жвачка, хочется сказать. С контрактниками, да нет, они даже друг друга не трогали. Тут такое ощущение, что семерка кубков, вот иллюзия. Иллюзия. Кто-то, может, говорил, да, о том, что он мог конфликтовать с контрактниками вот, из Мулина. Да, нет, этого не было. Конфликта с контрактниками, со срочниками не было. Конфликт с офицерами был ли... Тоже как такового я не вижу конфликта. Это был не конфликт, друзья мои. Я не вижу конфликта. Я не вижу, что над ним кто-то издевался. Я вижу, что это был несчастный случай, но этот несчастный случай нужно было, естественно, выставить на обозрение того человека, кто это сделал. Его бы наказали. Потому что человек либо был невменяем, либо что-то было с человеком, вот с этим взрослым, с этим офицером. Видимо, это был офицер. Что-то было не так. Он, видимо, его нечаянно подстрелил. Карта Жрец — это мудрый, добрый, умный, в конце концов, да, или тот, у кого больше опыта, не обязательно он добрый, просто тот, у кого больше опыта. Туз Пентаклей. Туз Пентаклей — это шанс, или туз Пентаклей — я тебя могу чему-то научить. Давай покажу как. Кто-то его пытался чему-то научить, или кто-то ему показывал, как нужно. Паш мечей, и в какой-то грубой форме это происходило, да, давай я тебя научу стрелять.
потому что паш мечей с оружием стоит, да? Давай я тебя научу стрелять, это шанс для тебя научиться от меня, от мудрого наставника. Вот кто-то его чему-то учил, то ли стрелять, то ли что-то вот, что-то связанное с учениями, друзья мои. Конфликта как такового я не вижу, отшельник. Ни с кем, причем ни с контрактниками, ни со срочниками вообще был мир. И вот этот человек, который выходил под карты Солнца, под карты Жрец, это мудрый наставник. Или просто больше него, да, взрослый человек, офицер, который его пытался чему-то научить. Но почему-то был в каком-то состоянии, и не могу сказать, что невменяемое состояние, измененное состояние, может быть, да? Были ли серьезные конфликтные ситуации между Евгением Деминым и его сослуживцами в Наро-Фоминске? Ну, конфликты какие-то были, карта звезда, но они все сходили на нет. Вот карта звезда говорит о том, что да, конфликтуют, но кто из ребят не конфликтует, да, но они все сходят на нет. Звезда холодная карта, звезда сливать свой ресурс, ну, слили ресурс, немножко поругались, но это нормально для мальчишек, да, тем более в таком месте. Были ли серьезные конфликтные ситуации между Евгением Деминым и его сослуживцами в Наро-Фоминске, которые могли бы поспособствовать и спровоцировать, допустим, его самоубийство? Давайте вот так, которые могли бы спровоцировать Евгения Демина на его же собственное самоубийство. Были ли такие серьезные конфликты? До такой степени нет, друзья мои, таких конфликтов серьезных не было. Какие-то были, но они все сходили на нет. Мы выяснили, что никаких конфликтов у Евгения Демина не было ни в Мулине, ни с контрактниками, ни со срочниками, ни с офицерами. Именно конфликтов. Не было никаких конфликтов между ним и его сослуживцами в Наро-Фоминске. Был какой-то несчастный случай, связанный с Евгением Деминым и с каким-то офицером. Человек высшего ранга, высшего звания. Не просто взрослый человек, а кто-то, который имеет там какое-то звание определенное, да, в Мулине я имею в виду. И это произошло в Мулине. Давайте зададим такой вопрос. Причастен ли каким-либо образом к смерти Евгения Демина косвенно или напрямую, даже если это был несчастный случай, косвенно, да, к исчезновению Евгения Демина и к его гибели, соответственно, командир Макаров, который в тот день, я так понимаю, что был их командиром, который должен был следить за ним именно в Мулино. Паш Пентаклей, он сам вышел, но почему-то Паш Пентаклей глупый. Вот глупый, знаете, вот, позарился на монетку или позарился на что-то красивое, или деньги люблю. Паш глупый маленький мальчик, но он-то не маленький мальчик, мы сейчас говорим про командира Макарова, он мальчик не маленький, а ведет себя глупо. Вот он сам вышел сейчас, да? Это не положительно, не отрицательно, мы сейчас дальше посмотрим, но он просто вышел сам. Имеет ли какое-либо косвенное или прямое отношение командир Макаров в Мулине к убийству, гибели Евгения Демина? Тройка жезлов. Да, друзья мои. Король мечей, человек, у которого есть оружие. Паш Пентаклей, либо человек, который не умеет этим оружием, не справляется с этим оружием, либо не может справиться им в данный конкретный день. Как-то глупо себя ведет. Показательно, вот показательные выступления. Я хочу тебе показать, как я умею. Тройка жезлов, и потом смотрю на плоды своего труда. А плоды моего труда мне не нравятся, потому что, ну, я говорю, он, видимо, выстрелил в него нечаянно, друзья мои. Десятка пентаклей. Что посеешь, что и пожнешь. Вот десятка пентаклей, мне хочется сказать, что посеешь, что и пожнешь. Десятка пентаклей – положительная карта. Паш пентаклей сама по себе положительная карта. И говорит про то, что нам идентифицируют сейчас командира Макарова, да, и командира Макарова нам идентифицируют две карты. Это Паш Пентаклей, глупый, только что незрелый человек, только что начинающий что-либо делать, позарившийся на что-то или который хочет показать, вот что-то кому-то показать, доказать, а потом на это смотрит, такой раскинув руки в разные стороны, открыв рот, да, что же я наделал. И король мечей – это человек, у которого в руках оружие. Оружие в руках у человека, причастен ли он к гибели Евгения Демина. Евгений Демин погиб от оружия. Десятка пентаклей. Десятка пентаклей, что посеешь, что и пожнешь, соответственно, да, тоже положительная карта. Здесь все карты положительные. Единственное, отрицательный только король мечей, но он как отрицательный персонаж. Давайте посмотрим, причастен ли командир Романенко каким-либо образом к пропаже Евгения Демина, косвенно или напрямую. Знает ли, что на самом деле случилось с Евгением Деминым? Знает ли командир Романенко, что на самом деле случилось? Вот не всю правду знает. Пятерка пентаклей. Знает, что заблудился, знает, что ушел, знает, что в лесу,
Знает ли командир Романенко из Мулина всю правду о Евгении Демине? Почему, из-за чего, из-за кого он погиб? Знает то, что из-за мужчины. Знает то, что заблудился, знает то, что из-за мужчины. Мужчина причастен. Мужчина, один мужчина причастен. Мужчина яркий, темпераментный, вспыльчивый. Король жезлов, может быть, огненного знака зодиака. Вот, кстати, я не знаю, кто командир Макаров, да, какого он знака зодиака, но здесь показывает просто яркого, вспыльчивого мужчину, который любит похвастаться всеми своими регалиями, да, и вот в тот день он пытался похвастаться почему-то перед рядовыми солдатами, да. В данном конкретном случае вот Евгений Демин ему попался почему-то. Король жезлов. Знает ли Романенко, что случилось? Да, знает. Знает, что из-за пажа Пентаклей, из-за короля жезлов. Паж Пентаклей и король жезлов – это один и тот же персонаж. Паж Пентаклей – глупый мальчишка, незрелый, король жезлов – человек, который любит хвастаться. Такой вопрос, действительно ли командир Макаров часто попадал в ситуации, где проявлял себя как неблагонадежное преступное лицо? Командир Макаров из Мулина действительно ли часто попадал в ситуации, где проявлял себя как неблагонадежное, в какой-то степени даже преступное лицо? Действительно ли это так? Потому что были слухи. Двойка пентаклей, ну, слухи тоже, да, вот двойка пентаклей, соу-соу говорят. Да, были какие-то определенные моменты, но он скорее не как преступник, он скорее больше как такой мелкий мошенник, мелкий хулиган, которому все сходит с рук. Действительно ли командир Макаров часто попадал в ситуации, где проявлял себя как неблагонадежное, преступное лицо, как хулиган, может быть, да, вот взрослый человек вроде бы, а у него энергия такая подростковая, как что-то сделать, что-то наделать, да, действительно ли командир Макаров такой? Ведет себя неосознанно, да, шестерка кубков. Вот он в воспоминаниях. Шестерка кубков – это воспоминание, ребенок. Он ребенок по своей сути, командир Макаров. Но это ни в коем случае не уводит его от какой-то ответственности, да. Поэтому здесь мы судим его все-таки как взрослого человека. Были ли подобные случаи, где командир Макаров убивал, издевался, может быть, да, кого-то из солдат? Ну, вот помимо Евгения Демина, были ли еще какие-то случаи, подобные инциденты с командиром Макаровым? Подобные инциденты были ли с командиром Макаровым в Мулине, где человек случайно, может быть, убивал другого человека, специально издевался, унижал, дедовщина, может быть, какая-то была, да, со стороны офицера? Был ли подобный случай у командира Макарова, как с Евгением Деминым? Были ли подобные случаи, как с Евгением Деминым? Звезда, когда-то давно уже было. Когда-то давно уже было девятка жезлов. Он вообще любитель... Вы знаете, тут такое ощущение, вот когда человек выпьет, он любит храбриться, да, вот что-то из себя начинает гнуть, а сам из себя ничего не представляет на самом деле. Вот он выпьет и идет во все тяжкие. Вот ощущение такое, что либо проблемы с алкоголем у человека, либо с какими-то веществами наркотического характера, и он сразу, кто я? Я герой, да? И вот были уже какие-то ситуации у него давно, либо звезда еще показывает часто, не давно, а часто, были какие-то инциденты подобные, как с Евгением Деминым, и все ему сходило с рук. А почему командиру Макарову все сходит с рук? Почему его прикрывают? Человек, он глупый. Вот я вижу по картам, вот здесь ни ума, ни фантазии, да, он ведет себя как подросток. Почему командира Макарова за вот такие преступные деяния прикрывают? Свои же, я так понимаю, люди. Почему его прикрывают? Для чего? Почему? Из-за чего? Может быть, какие-то связи есть хорошие у командира Макарова из Мулина. Почему командира Макарова прикрывают? Паж жезлов. Паж жезлов опять ребенок, да, чей-то ребенок. Чей-то ребенок. Ребенок высокопоставленного человека. Какого-то чина. Какой-то чин имеет, да, чей-то ребенок. Почему командира Макарова часто прикрывают? За его вот такие вот злодеяния, можно сказать, да, и я даже не могу сказать, что он это намеренно делает. Ну, он просто вот либо выпьет, либо что-то употребит и начинает вот хвастаться какими-то своими регалиями, скажем так, да. Почему командира Макарова часто прикрывают? Туз мечей. Ну, вот кого-то из правоохранительных органов, либо из спецслужб, либо кого-то из военнослужащих, потому что туз мечей – это военнослужащие, люди с определенным опытом, званием, и он ребенок вот какого-то этого человека. Именно поэтому его прикрывают часто, друзья. Давайте теперь по Евгению Демину, да, продолжим. Сигнификатор Евгения Демина за 3 недели до исчезновения. Чем был расстроен? Мама Евгения в интервью Елене Погребишской, я смотрела ее интервью,
говорит о том, что по телефону он был чем-то расстроен, Евгений. Сигнификатор Евгения Демина за 3 недели до исчезновения в Мулино. И сигнификатор Евгения Демина в день исчезновения в Мулине. Сигнификатор – это настроение, ощущение, состояние, чувство. Сигнификатор Евгения Демина в день исчезновения в Мулине. За 3 недели в день исчезновения. Напряжен был. Вот напряжен, как будто предчувствовал что-то. Туз мечей здесь говорит, может говорить о ссоре. Также, да, с кем-то поссорился. Давайте дополним, да, с кем-то действительно поссорился. С кем-то действительно поссорился. Да, ссора была какая-то. Была какая-то неприятная ссора, но это как-то имеет отношение к тому, что он пропал в лесу. Имеет ли это как-то отношение к тому, что он пропал в лесу? В том числе, какое это имеет отношение к тому, что Евгений Демин пропал в лесу? Вот за 3 недели он что-то предчувствовал. Либо вот у меня такое ощущение есть, что он что-то предчувствует. С кем-то поссорился и предчувствует, что с ним что-то случится. Какое отношение ссора с определенным конкретным человеком или людьми за 3 недели до исчезновения Евгения Демина имеет отношение к его исчезновению? Карта повешенной. Здесь либо Евгений знал уже, куда он поедет и что там происходит. И вы знаете, когда человек проецирует на себя какие-то определенные страхи, и этот страх происходит в реальной жизни, то есть он материализуется в реальной жизни. Это предчувствие больше. Да? Это даже не ссора его с кем-то, потому что я не вижу данного конкретного человека. Я вижу раздражение, негатив и тревогу в его душе от того, что с ним что-то может произойти. Вот знаете, как предчувствовал свою смерть. 9 мечей, сигнификатор Евгения Демина в день его исчезновения, то есть в Мулино, да, когда он уже был. 9 мечей – это страх. Я очень сильно боюсь чего-то. Чего ты боишься, Евгений? Сигнификатор Евгения в день исчезновения, его чувства, ощущения. Чего ты боишься, Евгений? Вот здесь он предчувствовал. Я предчувствую, что что-то со мной случится, и ничего как будто бы не могу с этим сделать. Дьявол – это аддикция, дьявол – это зависимость. Погибнуть от рук зависимого человека. Помните, я вам сейчас говорила о том, что командир Макаров любил пригубить или сидел на каких-то веществах, может быть, да? И здесь вот повешенный олицетворяет и смерть, в том числе, да, зависнуть где-то во времени или потеряться в лесу. И повешенный здесь еще может говорить о предателе, потому что карта 12-го старшего аркана в первых колодах Висконти Сфорца говорила о предателе, о предательстве. Предатель среди своих. А среди своих это значит среди офицеров, да, кто-то вот высокопоставленный. И я предчувствую, что со мной что-то случится от рук кого-то. 9 мечей, я сильно чего-то боюсь. Чего ты боялся, Евгений Демин, в день своего исчезновения 20 сентября 2019 года? Чего ты боялся? Император, мужчина боится. Мужчина боится ослушаться. Я боюсь тебя ослушаться. Был какой-то конфликт у тебя с этим императором? У тебя какой-то конфликт был с этим императором? Нет, конфликта не было, я его просто боюсь. Боюсь его ослушаться, и вот делаю так, как он велит. И, видимо, действительно он ему там начал что-то показывать на учениях, да? Евгений Демин, скажи нам, пожалуйста, он выстрелил в тебя? Я пытаюсь понять, да? Он выстрелил в него? В Евгения Демина выстрелили? Это несчастный случай от выстрела? Или от какого-то предмета, может быть, да? 5 кубков. 10 кубков. Много воды или много крови. 5 кубков отрицательная карта, 10 кубков положительная карта. Евгений, от чего ты погиб? От чего конкретно ты погиб? От чего конкретно ты погиб? 7 пентаклей – поливать плоды своего труда, учить чему-то. Вот меня чему-то учат, 7 пентаклей, чему-то меня пытаются научить, что, в принципе, я уже знаю, я уже созрел. Во время обучения, во время учения меня... Что-то со мной происходит во время учения. Что с тобой произошло во время учения? Что происходит с Евгением Деминым во время учения? Королева мечей. Королева мечей – это не обязательно женщина, это оружие, может быть, да? Что-то с оружием. В Евгения Демина выстрелили или как-то его ранили нечаянно? В Евгения Демина выстрелили или как-то его ранили нечаянно? Паж кубков мимикрия или случайность, или подстраивание под кого-то. Паж кубков – это мимикрия. Что случилось с Евгением Деминым? Нас было двое, и это случилось на учениях.
Мужчина, который... Вот паж кубков – это мимикрия под нормального человека. Кубки в руках у человека – это человек пьян, может быть, да, не способен управлять оружием. Королева мечей ведет себя как женщина, ну, эмоционально. Королева, в любом случае, женщина, она эмоциональная. Эмоционально ведет себя, держит в руках оружие. Держит, но не может его правильно держать, мимикрия. Двойка кубков, нас было двое. Отшельник, и все остановилось, все как померкло. Пятерка жезлов. Выстрелили. Вот я вижу выстрел. Я вижу выстрел в него, пятерка жезлов. Здесь не ссоры, не споры, не ругательства. Здесь один человек, взрослый, пытается доказать другому человеку, что я тебя сейчас всему научу. Все, что ты уже умеешь и так, семерка пентаклей. Я поливаю плоды своего труда. Семерка пентаклей, я тебя сейчас всему научу. Пятерка кубков, десятка кубков говорит о том, что много крови или много воды. Человек, который притворяется, или человек, который не может справиться сейчас с оружием, ведет себя как женщина, истерично, может быть, да, или слишком эмоционально. Отшельник, и все заканчивается для меня. Нас было двое, мы договорились идти на это вместе. То есть я понял, что мы идем на учение. Но я не хотела идти с этим человеком, но боялся его ослушаться, потому что он очень агрессивный и вспыльчивый. Хотя мы с ним никогда не ссорились. Вот не было ссоры у командира Макарова и у Евгения Демина, но тем не менее он его боялся. И здесь много огня, как огонь, говорят, огонь, да, стреляйте. Здесь есть выстрел. Здесь есть выстрел в человека. Случайно, нечаянно. Потому что человек не может управлять оружием, справиться с оружием. Далее, вот Евгений Демин отправился в лес. Он отправился в лес один или с ним был кто-то еще? Потому что говорили о том, что с ним якобы было еще двое солдат. Евгений Демин отправился в лес один, восьмерка жезлов, положительная карта. Но восьмерка жезлов может еще обозначать нескольких человек, да, сопровождающих. Евгений Демин отправился в лес один 20 сентября. Нет, с ним кто-то был еще. Кто-то был еще, как кто-то его как будто бы поддерживал. Сколько всего было человек? Давайте выясним, да? Сколько всего было человек? Так, что у нас на дне колоды? Туз кубков, поддержка. Поддержка. Потому что самостоятельно человек не может идти. Тройка мечей. Тройка мечей раненый человек. Поддержка. Сколько было всего человек? Трое. Действительно, да? Евгений Демин был не один. Его поддерживал еще кто-то. То есть их всего было трое. Трое, дружба, поддержка, несколько человек сопровождающих, забота, тройка мечей, человек ранен, не может идти. Далее. Зачем? Карты хотят сами выйти, хорошо, справедливость. Справедливость для короля Пентаклей. Король Пентаклей имеет ресурсы, имеет статус, имеет какое-то звание определенное, да? Для того, чтобы королю Пентаклей все сошло с рук, чтобы все случилось по справедливости. Они его сопровождали в лес. А для чего они вообще пошли в лес? Вот у меня две карты эти сами вышли, да? Справедливость для короля Пентаклей. Или справедливость для короля Пентаклей должна восторжествовать. То есть, в конце концов, его все-таки должны будут осудить, да, этого человека рано или поздно. Мы еще узнаем в конце. Для чего Евгений Демин и вот эти двое мальчишек отправились в лес? Цель какая-то, да? Цель какая? Какая цель? Для чего Евгений Демин и двое сопровождающих отправились в лес? Для чего? Какая цель? Верховная жрица. Спрятать. Спрятать. Солнце – это мужчина. Просто думаю, что выражает. Да? Солнце – это мужчина. Спрятать мужчину. Цель – спрятать, верховная жрица. Никто не видит. Мужчину, которого покалечили. Король мечей. Король мечей – это человек, который покалечил другого человека, да? Другого мужчину. Для того, чтобы он, солнце эгоизм, для того, чтобы он не распылялся, для того, чтобы он никому не рассказал, что с ним случилось на самом деле. Тут еще был какой-то элемент запугивания, чтобы королю Пентаклей, королю мечей, все сошло с рук, и чтобы не восторжествовала справедливость. Они его специально отвели в лес, потому что они знали, что он умрет один в лесу. Оставить мужчину в лесу. Замести следы. Тройка жезлов. Смотреть на плоды своего труда. То, что уже сделано, того не воротишь, тройка жезлов. Уже сделано. Что произошло с Евгением в лесу? Что произошло с Евгением Деминым в лесу до того, как он погиб? Он долго ходил по лесу. Звезда долго ходил по лесу, действительно.
Звезда может говорить целый день. Целый день. Сливать ресурсы. Вот здесь звезда сливает ресурсы. Кровь идет, да, у человека. Много крови человек теряет. Сливает свои ресурсы. Сливает свои ресурсы, время. Устал человек. Евгений Демин был одет легко. Почему он замерз, да? Он мог замерзнуть, потому что он кровь терял. Евгений Демин был одет легко, когда пропал в лесу 20 сентября 2019 года. Он был одет легко. Пятерка пентаклей. Да, замерз еще потому, что был одет легко, да, вот ветер сильный. Сильный ветер или просто промерз изнутри, как вот промерзли косточки. Евгений Демин был ранен? Еще раз задаю этот вопрос, друзья. Вот мы прям докапываемся до истины, да, глубоко-глубоко. Евгений Демин был ли ранен 20 сентября 2019 года? Был ли ранен Евгений Демин 20 сентября 2019 года? Король кубков. Сам король кубков выходит с кубком. Много крови. Король кубков – положительная карта. Король кубков сам Евгений, либо быть раненым от какого-то другого короля. Но здесь мне показывают именно его, именно Евгения. Много крови, много воды. Или очень сильно хочу пить. Человек, когда теряет много крови, хочет сильно пить. Действительно ли Евгений Демин был ранен 20 сентября 2019 года? Да, да. 100%, друзья мои. Кто-то задавал вопрос, что он был нетрезв, почему он так разговаривает. Евгений Демин был нетрезв 20 сентября 2019 года. Может быть, был под какими-то веществами, да, потому что задавали вопрос, почему он так общается с диспетчером, да, почему вот у него язык так завязывается. Евгений Демин был под какими-то веществами или был нетрезв 20 сентября 2019 года. Мы сейчас все версии рассматриваем. А тройка жезлов нет. Младший аркан. Почему Евгений Демин так сильно замерз в лесу? Четверка пентаклей. Вот хочется укрыться чем-нибудь, хочется вот... Я теряю свои ресурсы. Четверка пентаклей. Жадность. Хочу накопить ресурсы, а я их теряю. Все мои ресурсы забирают. Карта жадности. Четверка пентаклей. У меня ничего не остается. Много крови теряю и много сил теряю. И последний вопрос еще раз, прям вот конкретный, да, друзья мои. От чего конкретно погиб Евгений Демин? От чего конкретно погиб Евгений Демин? Во-первых, от чьей-то руки, двойка кубков. Умеренность указывает на время смерти, указывает на место. Во-первых, если бы его нашли вовремя, то он бы не погиб, его бы могли спасти. Умеренность здесь опять много воды, слив ресурсов, много крови. Я теряю много крови. Умеренность, время смерти. Здесь такой закат. Вполне возможно, что в этот же день, да, в эту же ночь он погиб, 20 сентября 2019 года, либо на следующий день. Умеренность, время смерти и от чего погиб? Много крови, много воды, слив ресурсов. Давайте так спросим. Был такой еще вопрос, его тоже нужно уточнить. Применяли ли по отношению к Евгению Демину в день его исчезновения 20 сентября 2019 года физическое насилие, то есть избивали ли его каким-либо образом, да? Вот здесь говорится, звезда говорит о том, что был давно конфликт какой-то. Вот какой-то конфликт давно был. Звезда – это положительная карта. Но здесь звезда еще говорит о том, что он сам свои ресурсы сливает прекрасно, без какой-либо ссоры, без какого-либо участия другого человека. Били ли Евгения Демина в день его исчезновения? Применяли ли к нему физическое насилие? Паш кубков. Нет, мимикрия, обман, неправда. Неправда. Здесь человек сам сливает свои ресурсы, потому что человека ранили. Искали ли действительно в военной части Евгения Демина, как говорили его матери? Действительно ли искали Евгения Демина, как говорили его матери? Паш мечей, да, ищут. Надо найти, чтобы добить, либо надо найти, чтобы замести следы преступления, да, потому что Паш мечей – это такой преступник, здесь можно сказать, да, преступление какое-то было совершено. Нашли ли Евгения Демина в лесу? Если его искали, нашли ли его? Нашли ли его? Тройка пентаклей, работа какая-то провелась, да. Какая-то работа проводилась, нашли и что-то сделали с телом. Это положительная карта. Да, нашли и захоронили, закопали. Карта Луна, сокрытие чего-то, скрыть что-то, скрыть тело, скрыть останки.
Его нашли мертвым или живым? Евгения Демина нашли мертвым или живым? Десятка кубков. Десятка кубков – это переход во что-то новое. Десятка кубков – все уже произошло, когда они пришли. То есть он был уже мертв. Десятка кубков – перейти от одной жизни к другой жизни. А так как мы говорим о человеке, который погибал, то он перешел в другую жизнь, то есть погиб. Я правильно понимаю, что останки Евгения Демина закопали где-то в лесу, в Мулино, в разных частях этого леса. Да, рыцарь Пентаклей. Рыцарь Пентаклей сам мужчина, сам Евгений Демин выходит, да, так как мы про него говорим. Когда выходит мужчина, мы говорим про него конкретно. Выходит рыцарь, паж, неважно, любая другая карта двора, мужская, да, то мы как раз-таки имеем в виду его. И рыцарь Пентаклей здесь положительная карта. Десятка Пентаклей, да. Распределить по разным частям, распределить ресурсы. Ресурс – это сам человек. Ресурс – это тело человека, дух человека. Человек, состоящий из 4 стихий и духа. Пентакль, да, пентаграмма. Закопать человека в лесу, в разных частях леса. Евгений Демин действительно звонил в диспетчерскую 2-й раз. Маме его говорили о том, что Евгений Демин звонил в диспетчерскую 2-й раз. Но маме почему-то не показали, не дали прослушать звонок. Действительно ли Евгений Демин звонил в диспетчерскую 2-й раз? Шестерка мечей. Прям плохо было уже, прям тяжело. Да, я иду, я это делаю, я звоню, но мне прям очень плохо. Что он там сказал? Почему маме не дали прослушать этот звонок? Он там кого-то обвинил, сказал правду, что с ним на самом деле произошло. Да? Почему маме не дали прослушать 2-й звонок Евгения Демина, который был направлен в диспетчерскую? Он там сказал какую-то правду. 7 кубков, иллюзия, да? Иллюзия, ну то есть иллюзия – это вранье, но 7 кубков здесь говорит о том, что сказал ли он какую-то правду, он сказал какую-то правду, потому что изначально он сказал иллюзию, то, что неправда. Ему как будто бы сказали изначально сказать неправду, потому что он боялся. А здесь он понимает то, что он уже умирает. И поэтому здесь нет смысла говорить иллюзию, нет смысла говорить неправду. Он понимает, что он умирает, и он говорит так, как на самом деле было, как на самом деле дело обстояло, жрец. Он говорит про вот этого мужчину, как я понимаю, про командира Макарова, да, про человека опытного, на опыте, про взрослого человека. Он говорит что-то про жреца. Жрец еще говорит про тайну. Он открывает тайну и больше не говорит иллюзии. То есть он во 2-м звонке говорит, что с ним сделали на самом деле. И этот 2-й звонок маме не дает прослушать. Будет ли возобновлено расследование по делу Евгения Демина? Будет ли возобновлено расследование по делу Евгения Демина? Туз кубков, да, кстати. Да. И как скоро это будет? Как скоро это будет? Как скоро это случится? Кто-то признается или кого-то возьмут. Кого-то возьмут и обнаружится еще одно дело. Вот этого человека, который виновен, возьмут и обнаружится еще одно дело. Либо возьмут, либо он сам каким-то образом расскажет кому-то, и кто-то кому-то передаст. Да. Здесь вот сам мужчина выходит, сам мужчина, который виновен во всем этом. 3 его ипостаси. Король Пентаклей, человек, который имеет деньги, связи. Король Жезлов, человек вспыльчивый, яркий, темпераментный, хвастливый. И Паж Пентаклей ведет себя как подросток, как мальчишка. Туз кубков будет возобновлено дело. Как скоро... Давайте все-таки узнаем, как скоро, потому что выходит он сам, как скоро будет возобновлено расследование по делу Евгения Демина. 2 кубков. Кубки – это карта не сильно быстрая. Я бы сказала так, от 2 месяцев до года. Вот в течение этого года мы должны что-то новое узнать по делу Евгения Демина, где накажут тех людей, которые действительно причастен, виновен, или хотя бы возьмут его под надзор определенный, да, то есть вот следствие им займется этим человеком, друзья мои. Я очень надеюсь, что так и будет. Это был весь расклад на Евгения Демина. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, что было понятно, что было непонятно. Возможно, есть какие-то свои вопросы, догадки, комментарии. Пожалуйста, пишите в комментариях под видео. На самые интересные вопросы мы сделаем шот-видео. Приходите, пожалуйста, в наш открытый телеграм-чат. Там мы общаемся с нашими подписчиками о насущных проблемах, темах, которые нас волнуют всех, о том, что происходит в России, в мире. Делаем ежедневные мини-расклады, делаем ежедневную карту дня. Это тоже очень интересно. Общаемся по вопросам обучения Таро. Если вам интересно общение с другими подписчиками на нашем канале, если вы хотите какие-то свои темы включать в наши видеорасклады, то, пожалуйста, переходите в телеграм-чат. Я вас там очень жду. Очень люблю вас, друзья мои. До новых встреч.